В этом видеосюжете мы с вами познакомимся уже с технологией каркасного строительства, быстро возводимые каркасные дома из ЛСТК, так называемых. Каркасная технология на основе термопрофиля позволяет строить как быстро возводимые коттеджи, так и практически любую коммерческую недвижимость. То есть это торговые комплексы, административные здания, производственные помещения, гостиницы, быстро возводимые магазины, автозаправочные станции. Более того, используя ЛСТК, можно реконструировать здания, возводя мансарды, пристройки и надстройки, применяя в комплексе и по отдельности набор систем, то есть стеновую систему, систему перекрытий, кровельную систему. ЛСТК расшифровывается как легкие стальные тонкостенные конструкции, с использованием которых осуществляется строительство быстро возводимых зданий, домов, коттеджей. Технология каркасного строительства быстро возводимых зданий чрезвычайно популярна во всем мире благодаря своей простоте и экономичности. Больше всего я сам занимался именно такими конструкциями, и в нашем списке объектов существует много таких работ. В конце этого видеосюжета я покажу все наши работы, и вы сами убедитесь, насколько это несложно. Давайте поговорим о теплопроводности термопрофиля, потому что часто говорят, что металл для таких домов представляет холодную систему. Но причина, по которой сталь ранее в принципе не использовались в конструкциях наружных стен, связана с ее высокой теплопроводностью, которая способствовала образованию мостиков холода. В конструкциях наружных стен применяются стальные термопрофили с минимальным поперечным сечением. Обращаю ваше внимание именно с минимальным поперечным сечением, в которых в шахматном порядке прорезаются сквозные канавки для увеличения пути прохождения теплового потока, что уменьшает теплопотери до 90%. Благодаря этому решению проблема теплопроводности как таковая ушла. Это подтверждено многочисленными исследованиями европейских фирм и большим опытом наших российских компаний. Сначала проектируется виртуальная модель каркасного дома, затем по ней составляется ведомость материалов и программа управления производством и линиями. Все элементы после производства упаковываются и маркируются согласно проектной документации. Это сама технология производства таких термопрофилей, и под готовый проект на производстве программа управляет уже оборудованием и нарезается по размерам. Свободная планировка – это также результат использования ЛСТК. Конструкции позволяют устраивать чердачные перекрытия легкими фермами, балками пролетом до 9-12 метров. Оригинальные планировки возможны за счет способности конструкций перекрывать пролеты до 14 метров без промежуточных опор по кровле и до 8 метров по межэтажным перекрытиям. Внутреннее пространство каркасных стен и перекрытий идеально подходит под размещение коммуникаций, так же как и в каркасно-щитовых домах. Сокращение сроков строительства каркасного дома и, как следствие, его стоимости зависит еще и от степени оптимизации строительного процесса, в котором с применением ЛСТК для серийного строительства, например, коттеджный поселок с типовой застройкой или таунхаусы, возможно применять укрупненную сборку предварительно изготовленных в заводских условиях элементов здания. Готовые стены уже собираются на самом заводе, и на месте строительства уже устанавливаются целыми элементами сборного дома. Такая технология, конечно, позволяет минимизировать сроки строительства и каркасного дома и оптимизировать многие строительные процессы. Благодаря легкости каждого элемента каркасного дома и точности его размеров, сборка каркаса из ЛСТК на стройплощадке напоминает сборку конструктора больших габаритов. То есть бригада из 4-5 человек может собрать полностью каркас дома площадью порядка 150-200 квадратных метров за 5-7 дней. Для сборки всех элементов здания понадобится только шуруповерт, поскольку все элементы соединяются с помощью самосверлящих шурупов. Конструкция из ЛСТК отлично подходит для прокладки всех коммуникаций внутри стены. Это возможно благодаря тому, что компоненты стенового пирога соответствуют первой категории пожарной безопасности, то есть НГ.
Итак, после всего вышеперечисленного сказанного, давайте с вами подведем итоги по преимуществам и недостаткам данных конструкций из легких стальных тонкостенных конструкций. Первое – это эффективное энергосбережение. Применение эффективного утеплителя в каркасах из перфорированных термопрофилей позволяет получать значение коэффициента теплопроводности 0,45 без учета возможных вариантов утепления по фасаду. Это свойство позволяет значительно снизить издержки при эксплуатации зданий и уменьшить нагрузки на электросети. Высокие теплосберегающие показатели ЛСТК позволяют применять термопрофиль для экономичного строительства даже в условиях Крайнего Севера. Второе – это низкая стоимость. Здания, построенные с применением термопрофиля, имеют стабильные размеры, хорошо защищены от влияния биологических и температурно-влажностных процессов, долговечны, энергоэкономичны, а при окончании срока службы или при необходимости капитального ремонта не столь затратны, как строение из классических материалов. Третье. Не требует грузоподъемной техники. Технология ЛСТК позволяет вести строительство в условиях тесной городской и загородной застройки без применения тяжелой грузоподъемной техники. Низкие показатели по удельному весу обеспечивают эффективными конструктивными решениями в сочетании с применением низколегированной конструкционной стали при изготовлении профилей. Четвертое. Не дают усадку. Конструкции из термопрофиля не дают усадку, что позволяет приступать к отделочным работам сразу после монтажа каркаса дома. Это значительно сокращает затраты времени и средств на строительство коттеджа. Пятое. Малый вес конструкции. Вес 1 квадратного метра несущего стального каркаса здания находится в пределах 30 кг, от 30 до 70 в зависимости от этажности здания. А вес 1 квадратного метра уже готового здания в среднем составляет 200 кг. Это преимущество позволяет со значительной экономией применять в качестве фундамента плиту мелкого заглубления высотой всего-навсего 200 мм, без учета качества грунтов. В принципе, многие такие дома так и строятся, то есть заливается плита и ставится уже непосредственно каркас. Шестой. Это быстрый и эффективный всесезонный монтаж. Будучи сухим способом строительства, монтаж дома из термопрофиля может осуществляться всесезонно. Это особенно важно для инвестора и при строительстве экономичного жилья, когда возврат вложенных средств является определяющим фактором. Сокращение сроков строительства каркасного дома и, как следствие, его стоимости зависит еще и от степени оптимизации строительного процесса. Седьмое. Это высокая точность при сборке. Высокая степень надежности строений из термопрофиля обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и влажно-температурных процессов, в отличие от древесины. Восьмое. Экологичность. В составе конструкции зданий, построенных с применением термопрофиля, в качестве обшивки обычно применяются гипсокартоновые листы, либо стекломагнезитовые плиты, стекломагнезит еще называется, и минеральная вата на базальтовом волокне, которые являются экологически чистыми. Производство, транспортировка, монтаж и эксплуатация каркасного дома требуют гораздо меньших энергетических затрат и не имеют синдрома больного здания, связанного с излишней влагой. Внутреннее пространство зданий является безопасной, эргономически и экологически комфортной средой за счет хорошей шумоизоляции и влаговоздухонепроницаемостью. Девятое. Пожаростойкость. Пожаростойкость конструкции обеспечивается использованием самыми современными негорючими материалами, имеющими высшую степень пожаробезопасности, и плитным материалом обшивки, количество слоев которого может быть подобрано оптимальным образом под конкретные противопожарные требования. Десятое. Стойкость к сейсмическим и прочим динамическим нагрузкам. Здания, имеющие в качестве несущей системы термопрофиль, способны выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов по шкале Рихтера. Это объясняется эластичностью стального каркаса здания, в котором для достижения этого свойства применяются дополнительные связи.
И последний 11 пункт – не подвержен влиянию биологических процессов. То есть высокая степень надежности строения из термопрофилей обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических процессов, в отличие от древесины. И давайте напоследок разберемся с недостатками. Недостатков у такого дома ничуть не больше, чем у любого другого, причем некоторые из них компенсируются другими достоинствами. Большинство возражений на этот счет будут представлять собой предубеждения и досужие домыслы, не имеющие ничего общего с рациональным и объективным взглядом на развитие и применение новых технологий в строительстве. Они, как правило, связаны с боязнью всего нового и нежеланием двигаться в ногу со временем, и выражаются людьми, которые ни дня не провели в таком доме. Бытует мнение, что дом, построенный по каркасной технологии, недолговечен. Однако, по оценкам финансовых организаций, предоставляющих суды, долговечность стальных конструкций составляет 70 лет. И те же самые финансовые организации на деревянной конструкции дают 50 лет. Стальные профили из горяче оцинкованной стали защищены от коррозии на протяжении всего срока службы здания. И согласно исследованиям английской компании, 275 граммов на квадратный метр цинка достаточно для обеспечения долговечности примерно в 100 лет. Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что сейчас технический прогресс шагает так быстро, что едва ли наши дети будут жить в домах, которые мы построили 20 лет назад. Скорее всего, они построят новый, который будет отвечать современному на тот момент архитектурному стилю и техническим стандартам. Однако все же есть некоторые моменты, на которые призван обратить внимание данный раздел. Прежде всего стоит сказать, что хотя при сборке панели применяется специальный уплотненный армированный и влагостойкий гипсокартон, он сам по себе является сильным абсорбентом, и поэтому на этапе монтажа стеновых панелей нежелательно подвергать их длительному воздействию влаги. Для этого необходимо осуществлять наружную отделку незамедлительно после установки стен. Итак, вот таким вот образом выглядит крыша по технологии быстровозводимых зданий из термопрофилей. Вот мы видим стойки. Стропильная система у нас тоже из термопрофиля собрана. Ну, то есть обычная стропильная система собирается фермом. Опоры делаются на стоечные профиля. Дальше идет подшивка гипсокартоном с внутренней стороны. После чего идет у нас пароизоляционная защита. Дальше внутри находится утеплитель, укладывается, идет ветрозащитная пленка и укладывается так называемый шляпный профиль. Здесь он играет роль обрешетки, и на него уже в зависимости от того, какой вы материал выберете, обычно это либо металлочерепица, либо металлический профиль различной волны. Ну, это не суть важно, это уже, как говорится, на вкус заказчика. Вот таким вот образом выглядит сама кровля. На этой планировочке мы видим, из чего состоит, то есть принципиальная схема устройства панели пола, либо политые перекрытия, если это мансардовый дом или двухэтажный. Давайте начнем снизу вверх. Сам каркас состоит из направляющего термопрофиля, соединен и в продольном, и в поперечном сечении. Снизу подшивается гипсоволокно, либо гипсокартон. Обычно это два слоя. Дальше идет утеплитель. Следующий слой идет шумоизолирующая, шумопоглощающая прокладка. Потом идет опять же гипсоволокно, которое крепится на саморезы. И уже непосредственно внешняя отделка пола, будь то ламинат, линолеум, либо какие-то другие вещи. Ну и непосредственно состав стены заключается опять же в каркасе из стоечного термопрофиля, как мы видим в вертикальном и в горизонтальном соединении между собой. Внутри, как и у всех, заложен утеплитель. Утеплитель тоже разный бывает, начиная от эковатый, базальтовый, пенополистирол и тому подобное. С обоих сторон идет обшивка гипсокартоном по два слоя.
Дальше идет пар и ветроизоляция. Все это по утеплителю. Какая будет наружная отделка, тоже все зависит от вас. То есть это будет либо фасадная штукатурка, либо виниловый сайдинг, бюджетный вариант, либо вы обкладываете кирпичом. Это тоже также решать вам. Ну и оконные проемы то же самое отделываются различными материалами. В наших случаях обычно это металлические откосы с полимерным покрытием металл. Итак, первый сюжет, первое фото – это гаражи и автомойка. Собраны они из сэндвич-панелей, и каркас собран из термопрофилей. В принципе, довольно-таки большое здание получилось, Г-образное. Вот вид изнутри. Как видите, стропильные колонны и стоечные колонны. Все это собрано из термопрофиля. Вырезаны дверные и оконные проемы. Все облицовано потом сэндвич-панелями. Следующий объект — это бывшая хлебопекарня. Здесь была полная реконструкция этой хлебопекарни. Кровля полностью была демонтирована и смонтирована новая из термопрофилей и покрыта уже профлистом. Наружные стены также были изготовлены из профлиста с утеплением стен. Плюс с задней стороны там была еще пристройка для готовой продукции из сэндвич-панелей. На этой фотографии уже изображен холодный склад, то есть каркас из оцинкованных профилей. Облицовка идет из профлиста. И вот вид внутри этого же холодного склада. Как мы видим, весь каркас из оцинкованных профилей гнутых, легких, соединены между собой саморезами и болтовое соединение. И облицовка стен просто профлистом, так как это склад строительных материалов, поэтому здесь теплые стены не имело смысла делать. Это уже магазин строительных материалов. Сделан он по той же самой технологии, что и предыдущий склад. То есть был каркас из оцинкованных профилей, которые собрали и уже облицевали сэндвич-панелями толщиной 100 мм. Так как это магазин и отапливаемый магазин, поэтому уже здесь пошли в ход сэндвич-панели. Вот он вид изнутри этого же магазина. Как мы видим, тот же самый каркас собранный и облицованный сэндвич-панелями, что стены, что потолки, то есть кровля. Этот объект довольно-таки сложный был, это торговый комплекс целый. И здесь уже каркас, конечно, не из оцинкованных профилей, а здесь из металлических двутавров, довольно серьезный каркас, и облицовывался он уже сэндвич-панелями по элементной сборке. Для самостоятельного строения, конечно, это будет сложный объект, но я просто на этой фотографии хочу показать, что вот такая вот коммерческая недвижимость может строиться по данной технологии. И вот он вид изнутри этого торгового комплекса. Как видите, колонны довольно серьезные, двутавры. Стропильная система тоже из двутавров сделана. Парагоны для кровли уложены швеллер. На швеллере уже уложены сэндвич-панели по элементной сборке. Стены то же самое, все облицованы из сэндвич-панели по элементной сборке. И толщина стен здесь 150 мм. И в подтверждение того, что такие объекты можно строить круглогодично, вот она фотография, где мы строили этот объект зимой. Вы видите, лежит снег, мороз, и происходит облицовка стен, то есть уложен уже утеплитель, и вот наружная облицовка стен происходит. Самое главное, чтобы здесь выдерживали люди и электроинструмент. Еще один наш объект — это гостиница вместе с банкетными залами, пристроена уже к существующему кафе, расположена на втором этаже, а внизу на первом этаже расположена автомойка. Этот объект сделан тоже по каркасной технологии, но уже из СИП-панелей. То есть укладывались и на пол СИП-панели, потом возводились стены. И все это производилось под общую крышу с существующим кафе. Вот на дальнем плане там изображена. И облицовывалось уже виниловым сайдингом для того, чтобы оставить тот интерьер, который был у кафе. Вот он вид изнутри одной из комнат этого кафе. Как видите, здесь уже система отопления, установлены окна с подоконниками, но без внутренней отделки. Вот по такой технологии жилые дома строятся. То есть это дом, его можно использовать как для одной семьи,
также и для двух семей. То есть его можно разделить перегородками пополам, и два разных входа для одной и для второй семьи. Очень удобный проект. Вот он, вид снутри этих домов, то есть лестничный марш на второй этаж и стоечные колонны из термопрофиля. Вот такой вот вид он тоже имеет. То есть здесь уже уложена крыша, стоит каркас, и начали облицовывать стены. Так вот выглядят стены изнутри, то есть снаружи идет специальная панель, она сделана по принципу вибролитья, как тротуарная плитка, вот она крепится снаружи и уже придается наружный отделочный вид. Внутри потом устанавливается СМЛ, стекломагнезитовый лист, и заливается пенобетоном именно по этой конструкции. Также вместо пенобетона можно использовать любой утеплитель. Здесь толщина стен уже получается 150 миллиметров.